Всем привет! Сегодня у нас Mitsubishi Galant, 93 год, бензин, вот, 2.0 V6. Он уже был у меня на ремонте, ссылочку прикреплю. Вот такой вот. Диски какие, смотрите, классные. 17-е. Золотые диски. Красота какая. Что-то я не могу понять на камере, может кто знает, подскажите. Такая полоса идет. Вот. Это с камерой проблема здесь. Вот какие-то полосы, видите? То есть проблема такая у нас. Я уже как бы в курсе. Эту машину ремонтировал. Получается, здесь не работает тахометр. То есть когда заводишь, вот, включили зажигание, заводим. Вот, она как бы пытается подняться, стрелка. Ну, не пытается, поднимается, и все. И пропадают обороты. Так же самое, вот там вот я подключился контролькой. Я сейчас, наверное, что-то поставлю, то солнце слепит, чтобы было видно. Так, коробочку подставить. Так вот, чтобы была тень там. Так, в принципе, вот так будет видно, наверное. Так, включаем зажигание и пробуем заводить. То есть видно, как бы импульсы есть сначала, потом пропадают. Вот, и когда импульсы вот там на контрольке светятся светодиодной, и у нас получается здесь тоже стрелка начинает как бы понимать обороты. Там пропадает, и здесь, соответственно, ничего не появляется. Вот, как-то так, вот эта проблемка. То есть поменяли, вот еще тогда, когда она была у меня на ремонте, возможно год назад, поменяли вот такой вот коммутатор. Вот, и здесь написано распиновка, выход. И здесь тахо написано, вот тахо, это у нас сверху вот этот контакт второй идет. Вот туда я контрольку и подцепил. Вот, и соответственно, я думаю, скорее всего проблема здесь. То есть получается по схеме у нас выходит, идет на блок управления и на приборку. Вот. Но я так понимаю, если это выход на блок управления, выход отсюда, или возможно с блока управления сюда приходит, или наоборот, то есть как бы, или отсюда выходит. То есть если отсюда выходит, но оно выходит, да, видно, что как бы сигнал идет, но он пропадает. Вот, пока непонятно почему. Поменяли такое, вроде как начал работать, но там какие-то, я так понял, кто-то что-то смотрел, кто-то возможно что-то замкнул, и у нас опять не работает. Уже новая та, хотя работала, купили новую, поменяли на новую.
и не работает. Ни это, ни та. То есть вот импульсы как бы начинают при старте идти, а потом пропадают. Вот. Я думаю сейчас попробовать прозвонить. Вот это у нас крышечка. Она снимается вроде как. Да. Чем-то поддеть ее надо. Вот. Сейчас идем. Так, вот она получается у нас. Взять вот так вот. Можно и поддеть. Вот, просто взяли, поддели. Это у нас старая. Вот, старая. Видно, как, ну, что-то паялось. Сейчас попробую. На солнце или так, как лучше его сделать. Вот, там что-то такое уже непонятное. И здесь уже что-то напаивали. Это старое, то есть это, ну, как бы кто-то уже, ну, ремонтировал. Какие-то сопли есть. Вот, и какой-то идет там процессор. Вот это, я так понял, процессор. А то транзисторы силовые. На катушке, скорее всего. В общем, сейчас по прозванию, возможно, что-то найду. Но там видно вот этот полностью в таком состоянии, что не в хорошем. Там уже и ржавчина, и все. Попробую сейчас с двух что-то один собрать, чтобы работал. Как-то так. Так, думаю проверить. Он взял, получается, светодиодная контролька у нас стоит подключена, и через обычную контрольку лампочки я беру провод и иду в салон. Как бы сейчас будем делать импульсы. Вот я, допустим, торкаюсь к массе. Вот видно, у нас импульс появляется. Сейчас так возьмем из салона, посмотрим, или у нас прибор, ну, тахометр будет работать. Беру длинный провод, вот, в салон. Вот у нас примерно мы знаем, что у нас прикуриватель здесь минус идет. Так, пробуем, смотрим на лампочку. Так, включим зажигание, наверное. Так, смотрим. О, видите? Я вот касаюсь минуса. Вот, и у нас стрелка двигается. Вот, я нажал, светится. Сейчас увеличу. Вот. Прикладываю к минусу, светится. Вот, приложил, отпустил. Приложил, отпустил. И у нас вот здесь вот. Приложил, отпустил. То есть как бы, ну, видно, что работает. Получается, видно, что вот я импульс как бы создаю, у нас стрелка реагирует. Ну, надо чем быстрее так делать его. То я, получается, держался вот так. Надо, чтобы не держаться за минус, просто прикладывать. Вот. Получается, быстро нажимаю, вот она
показывает обороты. Вот. Можно вот так поводить. Значит, скорее всего, у нас проблема в самом коммутаторе. Сейчас будем искать причину. Почему пропадает импульс. В общем, почитал информацию. Нигде толком ничего нету. То есть распиновал этот провод, который идет. Попрозванивал все элементы, там транзисторы, конденсаторы, резисторы, которые шли там, где можно было выпаять. Ну, в самом коммутаторе. Вроде все целое. То есть, возможно, там микросхема, которая нужна. Возможно, ну, там были электрики, которые, ну, проверяли, тыкали, в общем. Возможно, где-то что-то тыкнули и спалили, ну, контроллера. Вот. Так что, ну, покупать нужно это, то посмотрели по ценам, ну, вообще дорогое сейчас. Ну, курс вырос, все очень дорого. То пока решили так оставить. Вот, пока решили так оставить. Ну, как-то так. Пришла мысль мне хорошенькая. Вот, а что если мы возьмем и с датчика коленвала или распредвала кинем на этот провод, потому что вот здесь я когда беру иголочкой, вот, у нас как бы при покрутке стартера получается импульс появляется, вот. Но когда машина заведется, все пропадает. Вот, померил на распредвале и коленвале, импульс не пропадает, он есть. Что если нам взять импульс коленвала и подать его сюда, на, получается, обороты, на тахометр. Вот, сейчас так и сделаем, проверим, как оно будет. Сейчас подцеплюсь, здесь иголочку вставлю, здесь и кину проводочек. Посмотрим, что с этого получится. Так, в общем, смотрите, взял я, подключил здесь минус контрольки на плюс. Плюс контрольки вот через иголочку и подключил проводок. Вот проводок. И здесь иголочку вставил. Получается, вот у нас выход импульсов с датчика коленвала. Вот. Когда подсоединяю, у нас засвечивается появляется. Вот. Получается, одеваю сюда. Все, у нас светится зеленым. Пробуем заводить. Пробуем заводить. Так. Включаем зажигание. Заводим. Как мы видим, обороты показывают.
контролька у нас импульсы дает. Стрелочка ровненько держится. Показывает 1000 оборотов. А ну погазую. Все, реагирует педалька, нормально все. Вот что значит голова умная. Пробуем еще раз. Так что вот так. Сам не ожидал, конечно. В общем, вместо того, чтобы выкинуть 3000 с половиной, это на сегодняшний день, конец 2022 года. Вот, вместо того, чтобы выкинуть такую сумму, можно сделать попроще. От датчика коленвала. Сейчас я возьму здесь мы видим, уже как бы есть такое вот место такое. Сейчас я чуть-чуть тут зачищу, возьму проводка и через этот пущу его и сюда к этому проводку подсоединюсь. Ну, как-то так будет. Так, в общем, так я сделал. Подключился к проводу. Пустил его вот так. Вот он идет. И сюда примотал. То есть как-то так. Выходим из положения. Выходим из положения. Чтобы тахометр работал. Так, проверяем. Сейчас я думаю чуть-чуть обороты подрегулировать, чуть-чуть меньше сделать. Так, где-то там солнце показывает. Чуть-чуть сделать меньше. Регулировал обороты, чуть-чуть убавил. Вот. Получается, где-то так показывает. Можно даже чуть-чуть еще добавить. Попробовать. Или пусть так будет.
Чуть-чуть можно добавить еще. Чуть-чуть добавить. О. Как-то так. Ну все, в принципе. Тахометр работает. Миссия выполнена. Конечно, не штатным путем, но так сказать, будет дешевле, чем намного, чем покупать новый коммутатор. Кому был полезен, кому помог в решении этой проблемы с тахометром, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Все ровненько показывает, все красивенько.